И снова здравствуй, мой дорогой зритель! Вполне ожидаемо после вчерашнего обновления в CS2, разработчики сегодня выпустили новое, которое призвано фиксить проблему первого. Весит все это добро 215 мегабайт, и помимо него мы рассмотрим еще и пачку скрытых файлов. Так что приготовились внимательно слушать, смотрим спонсора и погнали! Не знаешь, где лучше всего испытать удачу и выбить классный скин? То добро пожаловать на Hell Store, где ты будешь сражаться против реальных игроков. И на выбор у тебя несколько режимов. А это классик, где закидываешь скины в общак, и чем больше закинешь, тем выше шанс выигрыша. Или же всеми любимый CoinFlip, где ты один на один сражаешься за право забрать весь куш. Или колесо, где выбираешь значение и ждешь победного прокрута. И, конечно же, новиночка Crash, в котором делаешь ставку, если твоя линия ее прошла, ты в шоколаде. Ну а если же тебе не понравился скин, всегда можно его проапгрейдить. На сайте также можно забрать и приз дня, выполняя несложные задания. А при пополнении, если используешь мой промокод, то получишь $2 на баланс. Не теряй времени и переходи по ссылке в описании. На самом деле данное обновление уж точно ни для кого не стало сюрпризом. Вчера помимо контента нам завезли и кучу багов, и некоторые из них они смогли все-таки пофиксить. Исправили проблему перемещения наклеек на оружие у обладателей AMD карт. Нанесенные наклейки новым способом теперь правильно отображаются не только в игре, но и в Steam. Исправлены различные баги с дымом. Исправили ошибку производительности при определенных настройках микрофона. Сель и больше нельзя изменить напрямую. Вместо этого величину интерполяции можно отрегулировать с помощью настройки буферизации для сглаживания потери пакетов. Исправлена также ошибка с анимацией осмотра ножа кукри. А еще исправили ошибку, из-за которой у игрока с зажигательной гранатой иногда появлялись эффекты огня у ног. Удалили значок молнии за опыт из ленты убийств. И с этим пунктом немного непонятно, ведь в файлах меню панорамы этот значок остался на месте. Отпишите, пожалуйста, те, кто его уже получил, пропал ли он у вас в киллфиде. Далее, разработчики решили в подсказке о смене оружия теперь сделать отображение именно названия скина оружия, а не наименование, которое вы дали сами. Также пофиксили баг, из-за которого передвижение игрока работало только на английской раскладке. Ну и, конечно же, убрали зазор в геометрии на карте Vertigo и различные фиксы багов, при которых крашилась игра. На этом обновление у нас заканчивается, и мы переходим к скрытым файлам. Но мне заранее хотелось бы узнать ваше мнение. Дело в том, что все утечки, которые спалились в прошлом обновлении, мне удалось найти еще вчера утром. Я думал сразу выложить их в данном ролике. И тут есть две загвоздки. С одной стороны, я мог бы постить их в Телеграме и при этом получать хреновый фидбэк на ролике. Ну а с другой стороны, я выдаю информацию первым, что избавляет меня от некоторых комментариев по типу «ты что-то у кого-то слезал». И я, собственно говоря, не знаю, как лучше поступить. Пишите свое мнение в комментариях. Короче, на самом деле утечек было просто огромное количество. Начнем с того, что разработчики в данный момент работают над режимом запретной зоны и переносом карты Сирока. И есть небольшая вероятность того, что, возможно, Blackside портировать в CS2 не будут. Но это, как говорится, не точно. В файлах игры стало появляться много ассетов из карты Сирока, которая, как вы уже знаете, использовалась в запретной зоне. А еще разработчики обновили почти все ассеты оружия, связанные с данным режимом. Помимо этого, разработчики также удалили из файлов игры все участки меню, также связанные с данным режимом. Точно так же когда-то разработчики поступали и с гонкой вооружения, которую, в свою очередь, мы благополучно вчера получили. Ну а также для куриц под шумок разработчики добавили ряд дополнительных анимаций. Это высиживание, полноценное взаимодействие с водой, прыжок в воду, плавание и так далее, включая два вида анимации испуга. Но на этом эксперименты с курицей у разработчиков не закончились. На этот раз моделька получила изменяющиеся морфы. Ну а кто не в курсе, именно благодаря морфам агент операции может моргать. Ну а у курицы же целый
целый набор по управлению глаз, мембраной и хохолком. И, возможно, это добавляет для более живого присутствия курицы. Ну а возможно, подготовка к будущей механике с питомцами. Также в игре есть секреты, связанные с уже добавленными функциями. Новая фишка клеить стикер как угодно на наружку имеет рабочую возможность масштабирования наклейки, но в силу непонятных причин данная функция ограничена разработчиками. Также благодаря конфигу Items Games мы узнаем, что количество наклеек, которые можно нанести на оружие, тоже ограничено специально. И по идее, разработчики в любой момент могут включить возможность нанести аж 10 наклеек. Помимо этого, также ведется подготовка по изменению нанесения нашивок на агентов, так как ввели новый параметр все в тот же конфиг Items Games, где сейчас стоит ограничение в 3 нашивки на агента. Ну и немного по мелочи. В файлах игры замечено упоминание карты Tuscan с припиской S2. Ну и напоследок хочу показать вам все уровни переполнения опытом, которые добавили вчера. Правда, с сегодняшним обновлением очень странно по поводу данной иконки в киллфиде. Но да ладно. Всего имеется 7 уровней. Ну а получаете вы их, как и говорил в прошлом ролике, если перевыполняете норму получения очков за неделю. И если вы каждую неделю перевыполняете, скажем так, план, уровень иконки растет, и так до 7-й недели. Что ж, на этом у меня все. Всем огромнейшее спасибо за просмотр, всем пока и удачи!